Ребятки, нихао, как говорится, приветствуем вас в китайском Шанхае. И сегодня посмотрим с вами еще одно интересное китайское явление, о котором, кстати, многие просили рассказать. Это китайская мебель. Мы находимся на крупнейшей китайской выставке мебели Furniture China 2023. Вот это вот все, вот эта вот толщина вот этой книжки, 100, почти 200 страниц. Это все список производителей мебели, которые сегодня там представлены. И вот там еще одна интересная картиночка. $46. Кресло с оттаманочкой и реклайнером. 46 баксов. Обзор. Поехали. Alright. Окей. Окей. Nice to see. Кстати, ребятушки, вот вам еще одна полезная информация. На ВК-видео эксклюзивно вышел репортаж с выставки IFA 2023. Если вам нравится мебель, наверняка понравится и это. Там много всего интересного, в том числе компактная вытяжка и самая быстрая в мире компактная посудомойка. Рекомендуем посмотреть, специальная ссылка внизу. Идем смотреть мебель. Сегодня нас ждут вот два эксперта. Люди, которые занимаются продажами и поставками мебели, в том числе в Россию и страны СНГ. Они знают много что о мебели и сегодня расскажут нам, что к чему. Господа, рад видеть. Салют. Салют. Привет. Здрасте вам. Пару слов о вашей компании. Меня зовут Николай, представитель компании Globus. Мы занимаемся премиум мебели поставки из Китая по всему миру. Прекрасно. Специальная ссылка внизу. Большое спасибо. Начнем сразу с самого интересного. Сразу видим какой-то премиум. Да, это очень интересные матрасы. Это представитель компании или человек тестирует? Я думаю, что человек тестировал и уснул в этот момент. Интересно, что ли? Возможно, да. Он же прям натурально спит. Тут тоже люди. Да, люди отдыхают. Вот это хороший матрас? Это китайские матрасы? Да, но это не простые матрасы. В первом прослое у нас идет система наночипов, которые полностью подстраиваются под скелет человека, когда вы на него... Система наночипов? Да, который в матрасе? В первом прослое, да. Вы можете прилечь на них, система наночипов будет полностью подстраиваться под ваш скелет. Вау! Это чисто китайская компания? Вот это чисто китайская компания, да. Что-то как будто что-то происходит в этом матрасе. Он выстраивает форму вашего скелета и смотрит, где нужно приподнять либо опустить вашу форму для лучшей циркуляции крови. Офигеть! Yes. А такое сколько стоит? Такие матрасы приблизительно стоят по цене уже дороже от $8000. 8 тысяч баксов за матрас? Да. За китайский? А это что, тоже кровать, что ли? То есть они могут такое... Конечно. Это все сделано из пластика, то есть спокойно комплектация возможна всегда любая. А через вас такое можно купить? Можно. В этих двух павильонах представлены только матрасы, и мы сейчас можем пройтись, в принципе, по некоторым павильонам. Это что, только один павильон? Вот это вот все? Конечно. Так это мы тут будем 2 недели ходить. Давайте вот по главному пути пойдем сразу же. Вот это все, вот с этими ответвлениями налево, направо, налево, направо. Это только холл с матрасами. Только матрасы. А вы давно в Китае? Я где-то 4 года. 4 года? Николай Шумой. Я училась здесь. Ага. Затем приехала в Сочи. Нравится? Да. И китайский прям знаете? Да. А откуда, если не секрет? Родом откуда? Я из Новосибирска. Кайф. Ты что, в Новосибирске же нормально? Нормально. Ну. В Новосибе гараж 54. А Николай у нас откуда, если не секрет? Я из Хабаровска. Тоже в Хабаровске неплохо. Да. Рыба, крабы. Вот это вот китайская компания? Да, Деручи. это относительно знаменитая китайская компания с большим количеством представительств по всему Китаю. Деручи? Да. А что-то у них не китайское название какое-то. Они очень часто любят использовать итальянские названия в своих названиях для продвижения на мировом и китайском рынке. Когда вы хотите купить реплики качественной мебели, внимание, конечно, самое интересное сейчас. да, она может разделяться на стандартную мебель. И есть еще итальянские знаменитые дома, такие как Минотти, Полиформ, Польтрона Фрау. Это дома, которые занимаются производством мебели уже более 50, 60, 70 лет. Как приятно поговорить с умным человеком, который знает все вот эти вот слова. Да, популярны на весь мир, и такая мебель может достигать от 50, 60, 70 и даже переваливать за $200 000 за один диван.
160 тысяч баксов за диван? Да, конечно. Кто это вообще покупает? Причем, может быть, такие бренды, которые я перечислил, не сильно на слуху, но даже самые популярные, которые знают все, Versace, Fendi, Вот, Dior, так, уже лучше. Louis Vuitton, Hermes, они все производят мебель. Серьезно? У всех есть это направление, и это не дешевая мебель, которая доступна не для каждого. Но вся эта мебель также производится и в Китае. Да. Отличного качества, так. реплика 100%, но по цене ниже от 5 до 10 раз. Еще раз, от 5 до 10, в 10 раз дешевле можно купить Конечно. такого То же есть, качества если диван. Да, Versace? можно купить, допустим, диван Versace в Италии за 30 тысяч долларов, у нас здесь можно его купить за 6 тысяч долларов. Кайф. Иногда даже реплика выглядит лучше, чем оригинал, потому как что это? дома знаменитые, которые продают мебель, они больше продают бренд, и они могут не обратить на некоторые внимание к деталям. Да. Конечно же, в Китае из-за того, что они производят реплику, они должны ориентироваться полностью на стопроцентную качественную реплику. Ну и Так. плюс, конечно же, наша компания следит за тем, чтобы по всем нашим стандартам был выполнен заказ. То есть правильно ли я понял, что китайцы, стараясь скопировать итальянскую мебель, делают это так кропотливо, что порой делают это лучше, чем оригинал? Конечно. Забавно. да. Сколько это стоит? как Ну, я понимание? думаю, что это более стандартный стул, цена ему будет, наверное, где-то 200-300 долларов. 200 баксов вот за это? Да. Это же недорого. Это недорого. Это офигенно удобный стул. А есть какие-то оптовые, может быть, цены, если там 100 штук таких заказать? Конечно, если у вас уже оптовая покупка, то и цена меняется. Конечно, она уже будет, скорее всего, там 50-60 долларов, может Что? быть, даже и Сколько? меньше. В Конечно. смысле, было 200, стало 50? Конечно, все зависит от самой партии. То есть, если вы покупаете один стул, то здесь Да. идет одна цена. Если же вы покупаете 100 позиций, либо 200 позиций, то цена в разы уменьшается. А вот такой диванчик. Я помню, в Икее что-то подобное было. Это натуральная кожа? Это кожзам. Это не натуральная кожа, не ровные По-моему, швы, совершенно простой диван, ничего здесь необычного нет на самом деле. Если кожзам, то я думаю, что 500 долларов. И это мы говорим о единичной покупке. А единичный покупки. А если 200 диванов, то 200 диванов, то, конечно, там можно и договориться, чтобы этот диван стоил 100 долларов, на самом деле. что вы имели в виду? Что происходит, какие цены? А это что такое? Это диван, я так понимаю, с функцией реклайнера. Ну-ка, нажми, пожалуйста. Насколько все это надежно? Эту конструкцию реклайнеров, которая выдвигает сам диван, они не производят лично. В основном они закупают это из Канады, либо из Германии. Серьезно? Да. Лучше всего оптом закупать вот эту конструкцию в другой стране, а производить уже сборку самого дивана в Китае. То есть даже китайцы что-то закупают Конечно. в других конечно, странах? Конечно. А гарантии на это какие-то есть вообще? Гарантия каждый производитель дает по-разному, в основном от 5 до 20 лет. На мебель? Полное техобслуживание, да. То есть если вам производитель дает гарантию 15 лет на этот диван, и ваша система реклайнера сломалась, то они выезжают к вам на дом бесплатно, чтобы его починить. Но это действует на территории Китая. Если же за границей, то, конечно, если вы покупаете мебель через нас, то мы уже как-то договариваемся с производителем, чтобы осуществить вам починку, либо предоставить эту деталь, чтобы вы на территории вашей страны осуществили эту починку. Либо, может быть, договориться с производителем, чтобы осуществить полную замену продукции. А сколько у вас партнеров, брендов, с которыми вы работаете? Более 600 заводов, которые с нами сотрудничают. Заводов только? Да. То есть на территории Китая прямо сейчас не менее 600 мебельных заводов? Только в провинции Гуандун насчитывается более 50 тысяч заводов, которые занимаются профессиональной 50 мебелью. тысяч заводов? Да, все верно. Многие говорят, что это даже сотни тысяч. Вот совершенно не скажешь, что мы находимся, как вот многие привыкли думать, какая-то китайская мебель. Это вот натурально дорогие шоурумы, как в каких-то респектабельных торговых центрах. И цвета, и материалы, и какие-то вот логотипы, деревяшечки вот, люди вон там сидят. Стоп! 43 бакса! Ребяшки, смотрите! Так, ребяшки, торг идет. Торг уместен. 200张都不够。 От какой-то партии осталось несколько моделей, вот две вариации, и поэтому продаются по цене опта. Если мы покупаем от 200 штук и выше, то цена все равно остается, потому что это стоковая модель. Хорошая цена, 43 бакса за такое. Да, небольшое кресло, выполненное в стиле Прованс. Многим даже нравится такая стилистика. Прованс? Да. Смотри, какое клёвое кресло какое. Из чего оно сделано вообще? Что это вот такое? Это сетковый такой текстиль, который изначально был придуман французским брендом Line Rosette.
и был использован на своей продукции. Затем китайцы скопировали этот текстиль, начали производить его на территории Китая, и поскольку он был очень популярен, когда-то они начали его все закупать и сейчас используют на своей мебели также. Такой клевый. Это также рекламе. Тут тоже куча кнопок каких-то. USB Type-C еще. О, а, так это кровать прям совсем. А такой диванчик почем? $364. $364. За такой диван Да. с механизмами слева и справа USB Type-C. И это еще, я так понимаю, не финальная цена. Можно еще там Возможно, где-то еще можно да. покрутить. Если какая-то партия, если мы хотим сотрудничать с этой компанией, мы Да. выезжаем к ним на завод, Да. уже подписываем какие-то контракты, и там цена уже будет обговариваться за закрытыми дверями. Very good. Все, прости, отвлеклись. Идем дальше, идем. Ребятки, да, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Геймерские кресла 43 бакса. Стульчики барные за 14 баксов. Да. Если присмотреться к металлу, наружные швы есть, гальванизация наносится только на нижний корпус, на верхнюю наносится? часть. Гальванизация. Прости, Процесс ты- гальванизации это когда нержавеющий металл покрывается вот таким вот глянцевым покрытием, грубо говоря. Также здесь наружные швы здесь присутствуют, то есть их не убрали, не зашлифовали это место. Это так себе история, да? Это так себе история, да, это очень дешевенький стул. Мы еще не знаем, какая конструкция используется здесь для поднятия этого барного стула. Купишь дешевый китайский стул, а вот эта вот пружина потом тебе вот туда вот. Да, и Вот вот начнешь с дергать, этими стульями я ничего не могу вам обещать. Возможно, Серьезно? и пробьет, как говорится. А ваша компания знает вот места, где можно купить не сильно дороже, но надежнее? Мы занимаемся не только премиум репликами, но и также есть у нас поставщики, которые занимаются оптом, они Да. также проходят у нас проверку полностью. У них цена немного будет дороже, но за качество, конечно же, они 100% отвечают, что эти стулья, либо эта мебель прослужит десятилетия, Да. и с ними точно ничего не случится. Есть такой стереотип, что реплика, произведенная в Китае, она, скорее всего, будет не очень от хорошего качества. Назовем вещи своими именами китайская подделка. Китайская подделка, Вот. да, то есть это китайские материалы, китайская древесина, что может быть здесь хорошего, да? Но здесь на самом деле это конкретный стереотип, потому что если сравнивать даже с той же самой Италией, когда мы делаем мебель, то мы используем, например, кожу, особенно в Китае, она используется все равно импортная, так как такого дубильного колоссального мастерства и оформления в Китае нету. Таких заводов просто не хватит, так как кожа в Китае используется и на обуви, на аксессуарах, Ага. на сумках, на одежде. Где это взять такое большое количество кожи? Ее закупают. Так же, как и делают где? итальянцы. В Бразилии в основном. Серьезно? Да. Бразильская даже, кожа? Даже итальянцы покупают кожу из Бразилии. Затем Интересно. ее как-то оформляют уже, наносят свои логотипы и получается Made in Italy. Но на самом деле Ага, это такая вот так. штампуют, грубо говоря, с Made in Italy. Если говорить о древесине, но заказывают с Румынии, с России, со Штатов. Но как бы в Китае столько дерева это не хватит, чтобы производить Так. мебельную продукцию. То есть как- вот диван, который, прости, что перебил, что мы видели, механизм, возможно, немецкий или канадский, Конечно. кожа бразильская, Да. а древесина там тоже привезена, Тоже румынская импортная. какая-то. В итоге разница в между чем прикол? итальянской и китайской мебелью в том, то, что в Италии ее собрал мужчина по имени Антонио. Антонио, да. Да, Антонио и закрепил Made in Italy. А в Китае мистер Ли Да, так. сделал Made in China. Так. Разницы больше никакой нету, однако цена будет в 10 раз дешевле. Вот это интересно. Вот это Что-то правда я такого очень не ожидал. интересно. Ладно, идем, прости, так идем Идем дальше. дальше. Ух ты! Это, Многофункциональная офисная мебель тоже. это офисная штука? Ну да, скорее всего, потому что видно. Надо Игорьку такое купить. Блин, какие диванчики классные. Мы так никогда не дойдем до места, куда мы шли. И мы столько всего пропустили, там столько всего крутого было. Мы вот посмотрели примерно 0,05%. 0,05. Мы вот там слева прошли, вот видите, вот туда вот уходит холл. Там все было мебель, вот так проходы, вот еще вот эти. Этот интересный производитель, он выставляет такую экспонаты своей мебели с лимонами. Это, видимо, тематика в этом году их. И они даже, каждый клиент может взять лимонные семечки, чтобы вырастить это у себя дома. Это вот китайский стул. Да. Я бы не сказал, я сказал, что это какой-то итальянский стул, или вернее шведский стул, скандинавский. Насколько надежно на нем сидеть? Он не провалится сейчас, не сломается? Это у нас пластиковый стул. В основном они все прочные. То есть вряд ли с ним что-то случится. Не Они в основном приминается, да? выдерживают более 200 килограмм спокойно.
Блин, отличный стул. Даже он какая-то брошюрка такая, Нарди. Сколько стоит стул? $60. 60 баксов. А вот погода, что вам нравится вот такая? Вот мы шли, было сухо с утра. Вжих, опять этот какой-то тайфун, циклон пришел. Вот эта влажность пришла, вот эта вот. Сентябрь на дворе, у нас до сих пор 30 градусов, до сих пор это влажность. Мне нравится жара. Я вчера вечером прогулялся, даже в номере повесил футболку, типа сохнуть. Она мне утром еще более влажная стала. Да, это проблема. После стирки не то, что ничего не сохнет, оно еще более сыреет как будто. Да, есть такое. Зато нет холода, нет слякоти. Ого! Это у нас натуральный мрамор. Мрамор прям. Да. Здесь видно кристаллические фракции, поэтому это 100% да. Еще можно проверять очень простым способом. Мы включаем подсветку и Ого! видно полностью Офигеть. такое вот разделение. Конечно, не натуральный мрамор так подсвечиваться уже не будет. Почем вот эта красота? Смотрите, Сейчас мы кресла какие-то спросим. крутые. Ничего, ни одной ниточки не торчит нигде. $2700. 2700 баксов? $2700, да, это полностью у нас ножки выполнены из нержавеющего металла, гальванизация у нас под розовое золото и столешница 2,4 метра выполнена из натурального мрамора. Но опять же, есть какое-то ощущение, что в какой-нибудь там Европе это будет прям заметно дороже. Если мы покупаем какой-то определенный итальянский бренд, Да. то там цены могут разниться, наверное, $30 000. Чего? Вот типа за похожее. Ну, конечно, если вы хотите брендовую Да. мебель, то она и будет стоить как бренд, конечно. Какой-нибудь там Минотти, вот это вот, Минотти, вот это вот например, шильдик здесь. Роберто Кавалли, например, Это уже тот же 30-очка самый. точно будет. Конечно, потому что И 2700 тут будет здесь. большой логотип Роберто Кавалли, и, конечно, это будет обозначать, что это дизайнерская мебель, а она не может стоить дешево. А логотипчик можно это самое как-нибудь там прилепить самому? Конечно, можно. Серьезно? Можно и самому, можно договориться с производителями, чтобы они прикрепили логотип бренда. То есть, Да. как бы, если мы закупаем реплику, например, того же самого бренда Роберто Кавалли, то Так. можно договориться с производителем, чтобы нам сделали идентичный медальон Да. бренда Роберто Кавалли и закрепили там, где нам нужно. Без То есть, когда вы поставите Ребят, такую без мебель у себя комментариев. уже где-то дома, то Да. никто даже не поймет, в чем разница. А что вообще итальянцы и там какие-то вот старая школа думает о том, что сейчас происходит в Китае? Они удивлены. Они боятся? Они боятся. Рынки мебели, которые популярны в Фошане, например, в Тунгуане, либо вот даже вот эта выставка и большое количество иностранцев, которые сюда приезжают, они понимают то, что рынок мебели, он не только сосредоточен в Европе. Да. Они понимают то, что Китай полностью открыт, и они сами лично посещают очень много французов, итальянцев, которые понимают, что эта мебель не хуже, чем их итальянское производство, что цены их не слишком завышены, грубо говоря, в Европе. Коль, я повлиять вот такое видел в каких-то дорогих журналах, в очень дорогих. Это, скорее всего, копия итальянского бренда Чикотти. Чикотти? Чикотти, Я даже таких слов не знаю. выполненная из темного ореха. $157? $157 вот за такой... Дизайнерский стол. Но здесь это называется VL039, Да, это а не просто- Чикотти. И это все, и просто сразу номер этого $157 вместо Чикотти. А это что такое? Ну это на Есть своя спирали от комаров дизайнерская похоже. продукция, да. Или вот это вот. Да, имеет Это форму раковины. Это китайцы сами что ли делают? А это их личная дизайнерская модель, закрепляются массивы дерева и шлифуются в такую форму. Ну что, ваши ставки, сколько это стоит? Может. Поворачиваем. $620. $620. Не 6200, не 6200, а 620. Да, и вот детали начинаешь разглядывать, да, вот особенно вот тут вот. Какая-то щель, Да. тут что-то покрашено какой-то краской. Вот этим мы и занимаемся во время проверки качества и инспекции завода. Такие места, это уже считается браком, их нужно зашлифовывать и полностью менять металлическую конструкцию, которая прикреплена здесь. Плюс вот в работе с китайскими производителями, что доступна полная кастомизация, то есть это используется просто стандартное железо, прокрашенное в белый цвет. Но Да. можно поменять на нержавеющую сталь, брошированную, глянцевую, любого цвета, какой захочет сам клиент. А подожди, это что, это тумбочка такая? Да. Выполненная из массива дерева натурального. Нифига себе! Это реально дерево кусок? Это не дерево кусок, она состоит из вот таких вот брусков, соединенных вместе. И они также работают с натуральной древесиной, это видно по текстурам, которые проходят по всему вот этому, по всей вот этой тумбочке. $395? Да. Причем можно заметить то, что этот стул сделан в виде мозаики, и многие элементы, они уже имеют разную форму. Вот, допустим, нижняя часть, она имеет форму волны. Если здесь идут стандартные бруски, то здесь затачиваются в виде формы волны уже, чтобы получить вот такую вот плавную форму.
Tesla что же открыли завод в Шанхае? И более того, сейчас говорят, что Tesla сделана в Китае. Если есть возможность, надо брать шанхайскую Теслу. Она по качеству лучше, чем американская. Здесь какая-то фурнитура, да? Да, здесь запчасти. Не обязательно открывать здесь бизнес, можно закупить запчасти и просто уже укомплектовывать их, либо Серьезно? делать обивку. Конечно. Для чего это? Я думаю, что это больше подходит для корпусной мебели, либо для кухонь. А, вот. Типа столешницу на Конечно. кухню. Столешницы, дверцы, шкафы. Все Ой. можно сделать с таким оформлением. Это все китайское. Да, это все китайское производство, конечно. Шанель, серьезно? Название это они сами лично придумали. А кухни тут есть? На этой выставке небольшое количество представителей кухни представлено. Они чаще всего выставляются в городе Гуанчжоу. Есть прям гигантские... Это еще отдельная выставка про кухни Да, есть? которая посвящена фасадам, кухням, сборке и фурнитуре. В Гуанчжоу проходят самые знаменитые выставки CIIF, которые посвящены дизайну мебели, и вот на нее приезжают со всего мира дизайнеры, представители, чтобы посмотреть вот самые лучшие дизайны, тем более отдел дизайна в Гуанчжоу. Это очень знаменитые китайцы, которые продвинулись не только по всему Китаю, но и во всем мире со своими дизайнерскими моделями. Что мы видим? Коль, что это такое? Стол для чайных Это церемоний. Это не опасно? Это не опасно. Это, кстати, очень популярно в Китае, использование вот таких вот столов для чайной церемонии с добавлением эффекта пара и чтобы вода протекала через весь стол. А вот там вот это все не отклеится, в воде стоит? Они работают со специальным покрытием. Скорее всего, это меламиновое покрытие, которое полностью защищает столешницу от воды. 100% выдержит воду и коррозию. То есть даже такую дичь можно заказать? Конечно, и это очень популярно. Вот эта штуковина. Как в Макдональдсе. Точно, устанавливают. точно. А, и там еще вот усилие можно регулировать. Переключение скорости, да. Вот это. Еще как калорий вон написано, сколько сжег. Че, классно? Ого, 2倍斤就是一件，对吧？如果是平常买 во 的 всем 话， поднимается. 价格会再涨。 121 сантиметр. $360. Ну, неплохо. 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 Я думаю, то, что если это идет партия, то, скорее всего, будет 200 и даже ниже долларов за одну штуку. Как ты постоянно на 2 делишь? Это действительно реальная цифра? Ну, учитывая мой опыт, как Да. торгуются китайцы, то да, потому что они еще не знают нас, и Да. первая цена – это стандартная рыночная цена. Да. После того, как заключаются уже контракты, обсуждаются, они понимают, что мы из себя представляем, что они из себя представляют, то цена сразу же на значительные разы уменьшается. Мне нравится, что работает очень тихо и мягко. Было 360, стало 200. Во. Смотрите. А тачка что здесь делает? Это интересный производитель, который работает в коллаборации с этим производителем электрокаров, Ага. потому что для них они производят внутренние сиденья. 249 тысяч юаней. Да-да-да, Я правильно всё понял? верно. За эту Всё машину? верно. Смотрите, тут, ребятушки, микрофоны. Опа! Вот это, я понимаю, уже хороший комплект. Микрофоны в комплекте. Под цвет кузова даже сделано вон. Возьмите, говорит, микрофон и пойте. Это динамики? Да, все верно, это динамики. Прям встроены, да? Да, встроенные. Кресло красивое. Но там тоже все красиво. А это уже продолжение шоурума производителя, который занимается производством мебели и отделки сидений для этой машины. Это Вот типа это пенка туристическая, Да, знаешь? да. Такая люксовая пенка. Слушай, а китайцы вообще ходят в походы? Да, конечно. Костры Это там очень жгут? популярно, конечно. Да? Конечно. Но они прям по хардкору, как мы, ходят там с гитарой, там... Да, ночуют. Или Да? все нормально. Здесь, Да? здесь все безопасно. 体验一下，我觉得好。 А, ну, блин, удобно. Да, даже Офигеть, я думал, что это какая-то чехол для собаки, знаешь, похоже. 因为我们要跟它是车载的产品嘛，所以它一定是 Опа, 要有收纳的 вот. 对吧？ Я же говорю, собаку может туда маленькую засунуть, вот эту, которая лает постоянно. Ой, смотри, пластика, Да, но стульчики. это даже не обычный бренд, это бельгийский бренд, А, который Бельгия. основал Так. свое производство на территории Китая. Что скажешь, тебе нравится? Хорошо выполненная модель, очень плавные переходы у дверцев. Внутри у нас идет прокрашивание, красивая, очень точная работа. Я вот руку туда засунул, обычно засовываешь, там какой-нибудь саморез торчит, знаешь? Да, здесь, Вот, конечно, а тут вот- такого не будет. вот Да, прям можно всё по чисто. всем краям все заточено Да. идеально. Слушай, а тут уже что-то начинается совсем все люксовое. Это производитель занимается производством дизайнерских моделей, своего личного дизайна. Они также работают в коллаборации с иностранными дизайнерами. Можно войти вовнутрь и посмотреть некоторые модели. А, прям так, да, можно? Да.
Ладно. Йо-хо-хо-хо! Вот это диван. Тут сколько? Человек 12 можно? Да, это 3 на 4 метра приблизительно модульный, в различных позициях его можно выставлять. Это китайский диван. Это китайский диван, полностью китайское производство. Сколько такой, как думаешь, стоит? Текстиль в сочетании кожи, но я думаю, что где-то 8-9 тысяч долларов. 8 тысяч баксов, блин, это прям 1 000 000 рублей почти. Ну, это Дофига. уже очень неплохой диван. Очень неплохо. А в Европе вот такой сколько бы стоило? Если это дизайнерская модель итальянского бренда, но я думаю, что в сочетании текстиля и натуральной кожи тот же самый Миноти будет стоить от 40 тысяч долларов в зависимости от От количества 40. модулей, да. Скажи, вот если на нем сидеть 3 года подряд активно смотреть телевизор, он не Вставая? промнется? Не промнется? Насколько Нет, вот я он не думаю, устойчив? что он прогнется, потому что у стандартных таких диванов идет как минимум 4 слоя поролона, Ага. от твердого к мягкому. Высшая часть это у нас идет силиконовый поролон и прослойка из пуха. Она вот очень плотно поддерживается нижними слоями, Ага. и такие диваны в основном не прогинаются вообще. Стандартные производители дают минимум гарантию 10-15 лет, что с поролоном ничего не случится. Офигенно. Коль, подожди, а это вот тоже все Китай? Это декор. Какой-то сильно уже на какую-то Италию дорогую похоже. Особенно вот это вот. 1512 юаней. Ёшкин, тяжелая она какая. Ну. Это Лови. всё китайское производство, да, ваза. Недорого, кстати. Вот эта клевая штука. Об этой компании знаешь что-нибудь? Знаю то, что она занимается личным производством и занимается только профессиональным декором. Это все они сами делают. Да, все мы их. с ней познакомились тоже на этой выставке. Весит много, такая фактурная вся. 614. Это рыночная цена? Это рыночная. Нам можно Ну, дешевле. можно дешевле. Я так понимаю, тут любую фигню можно заказать. Все что угодно. Что нарисуешь, сам тебе там все придумают. Конечно. Слушай, а вот через вас-то можно сделать? Вот, понимаешь, я Наши дизайнер. клиенты также присылают свои дизайн-проекты. Мы Вот. также в сотрудничестве работаем с большим количеством дизайнеров, которые отправляют сами свои проекты, и мы уже подбираем мебель по проектам, либо по картинке, Да. отправляем производителю, и он нам говорит, на сколько процентов Да. он может осуществить эту мебель. То есть поставщики тоже разнятся. Может по картинке воссоздать мебель, например, на 60-70%, а Ага. можно по картинке создать мебель и до 95%. А это что, картина из дерева? Это китайская, да? Ну, древесина не обязательно, что китайская, но само Импортная. производство, именно дизайн-проект, скорее всего, это их личное. То есть китайцы все это уже научились делать хорошо, на потоке, Да, конечно. регулярно отгружать, отправлять, продавать. Вот эти все вещи. Это стоит 954 юаня. Это, кстати, очень знаменитая дизайнерская Чё-то компания. Какое-то совсем все дорогое. Да, и они все делают дизайнерское. Можем пройти сейчас вовнутрь. Ага. У них выставлена в этом году экспозиция, посвященная морской волне. За этим стендом у нас спрятан их дизайнерский диван. Давай глянем, пойдем, пожалуйста. Пойдемте. Не Да, то, вот что здесь. волне, а балансу жизни. Дзену. Да, цену, балансу. Хорошо быть с Николаем, да? Вот так вот раз и без очереди. Ребятушки, имейте в виду. Это оно. Да. Вот это оно, здесь главная модель. Сколько им все это стоило сделать? Это же... Это песок? Это, да, натуральный песок. Какой-то специальный он прям. У них даже такая установка там есть, чтобы имитировать звук волны. То есть это какая-то трендовая вещь. Это Модная. дизайнерская личная модель этого бренда. Каждый год они выставляют различные экспозиции, посвященные различной тематике. В этом году это О, волна. нифига, он удобный. Этот диван выполнен полностью из жидкого поролона. Что такое же Жидкого Я поролона, понятия не имею, который о в чем ты жидком говоришь. состоянии заливается на металлический каркас и затем приобретает форму, при которой прессует это само кресло либо диван. Такую модель точно вы не встретите нигде. Это типа эксклюзив. Да, это их эксклюзивная личная. модель от этого А производителя. есть понимание вообще, сколько за них денег просят? Полностью за все модули 11 тысяч долларов. Воу-воу. Цену знают себе, да? Да, Заиметь такое дома, это считается среди знатоков круто. эксклюзив, конечно. Да. Если к тебе в гости придут те, кто понимает, они тебе выразят респект. Если не ошибаюсь, у этого дивана даже есть история, которая написана самим дизайнером про этот диван. Что-то на богатом. Да, что-то Что-то я не читаю вот этого, не Да, знаю. и вот как этих сам вот. говорит дизайнер, когда вы садитесь на этот диван, вы можете вот так вот аккуратно переставлять такие металлические шарики и напоминает Волны звук накатывают. волны, да. У тебя хорошо получается. Мне вот это нравится.
Это еще металл, она жесткая, да? металлическая, Жесткая да, конструкция. эти Она. упоры. Здесь она идет полностью, это как фас идет. Ага, Эти да. подушки, которые устанавливаются на нижнюю часть. И столик из натурального травертина. Чего, прости? Из натурального травертина. Это Что-то натуральный такое. камень, он относительно пористый, поэтому с ним тяжело работать, но он очень популярный сейчас во всем мире. Вот этот вот столик. Да, все И верно. это в продаже. Конечно. $2800. При этом это еще и натуральный камень. Это считается прям люкс уже какой-то. Да, это хорошая дизайнерская работа от этой компании. То есть это не реплика, это их личный дизайн. Окей. Зашли в еще какое-то секретное место, куда просто так не пускают, но Коля быстро договорился. Мы сейчас находимся у производителя, который использует растительные волокна для... Чего? Так, прости. Растительные волокна, Так. из которых создается вот такая вот мозаика и используется в декорировании панелей и самой мебели. Они нам говорили, что это овсяные волокна. Овсяные волокна? Да. Мне больше кровать понравилась. А это все их, я так понимаю? Да, это полностью их шоурум. Вообще, они очень интересно обрабатывают стекло. После химической и термической обработки оно приобретает 3D-эффект. Ага. И когда вы смотритесь в такую металлическую... О, это да, да, это слушай. металлическая. Я вот смотрю отсюда, как будто там на расстоянии 3-4 сантиметров внутри. Да, вот там. все верно. Это эффект Но такой? на самом деле но она это очень тонкая панель. клево. Не знаю, насколько камера передает, как будто смотришь, как будто вот там 3 сантиметра глубина, 4, там еще одна панель стоит. Блин, раньше придешь в Икею, взял стул, взял одеяло, кровать, ушел, все, доставка через 2 дня. А тут что-то так все сложно. Ну вот тут тоже стулья, конечно, ого-го. Просто кайфовый деревянный стол, прям очень толстый. Вон толщина какая. Цена этого стола $1000, выполненная полностью из массива натурального дерева. Это уже, скорее всего, ясень. Можно работать как с текстилем, так и с ротангом. А по качеству, насколько это вот хорошее качество? Мы выясним это после того, как совершим инспекцию на завод, посмотрим, как они обрабатывают древесину, чем они покрывают свою мебель, и поговорим, когда уже с мастерами, которые работают на заводе, и сделаем какую-то оценку, то есть насколько эта мебель практична и долговечна. Так, мы снова отвлеклись, прости, в очередную. Идёмте. Извини, нет, стоп. А посуда тоже вот, это тоже они делают? Мы еще не Нет, были на конечно. выставке посуды, ребятки. Чашечки, это- ложечки, вилочки. Это китайское? Это китайское производство, но это не их производство. Это же вот так в 5-звездочных ресторанах подают, разные, знаешь, там угряка. Такого в Китае очень много. Серьезно? Конечно. Это прям отдельно, нам нужно отдельно Это обзор на эту отдельное тему. видео. Да. Это вот я видел вот эти дорогие тарелки в люксовых В всяких какой местах. посуде подается еда в ресторанах Мишлен? Столик, а слева в углу лампочка горит. Угу. Что это такое? Можно зайти вовнутрь и узнать? А, это подсветка. Светка. Блин, какой стол клевый. Но это женский, видимо, да? Почему? Это изначальная модель от Опа. бренда Hermes. И, Серьезно? Да, конечно, она немножко видоизмененная. Это Смотри. видно по изгибу, который переходит сюда вот в такую полку. Сочетание черноседельной кожи, которая идет Кайф. в интеграцию вот этой столешницы получается, и сама сделана из массива натурального дерева. Тут даже прострочка внутри. Да, конечно. То есть это был стол Hermes, Да. а китайцы? Его видоизменили немного, заменили ножки, они здесь идут из акрила, выполнены прозрачно. Причем такое создается впечатление, что столешница, она немножко парит, потому что ножек как таковых не видно. Очень удобный стул. Мгм. Прям как влитой сел. И крокодил вот еще с лампочкой. А это что, диван такой? Смотри, Да, смешной это какой. тоже такой диван. И панели еще умные, да? Шрифт какой хороший. И как работает, все идеально. Смотрим, можно ли установить другой язык. Нимаджеба, Каиша же и Нима. You Да? can linking the music, linking the light Ага. and the content. Найс, найс. Вот это классно Да, сделано. да, да. Смотри, как работает прям идеально. Take a MIDI Ага. and Witchy Oh, nice. and Цвета даже меняются. И тут мы вспоминаем, что еще есть выставка люстр, Конечно. и лампочек, и освещения. И того же, да, ты говорил? Да, смотрел? это тоже у нас натуральный травертин. Травертин, надо запомнить. Натуральный камень. Очень 2580 юаней. Да. Это Минус 40%. за маленький, я так понимаю. Минус 40%, может быть больше. Может быть больше. Кто знает. А это что, тоже люстра такая вот эта вот? Да, это сейчас очень популярные хрустальные люстры, которые делают из различных стеклянных либо хрустальных объектов, которые подвешивают на разном расстоянии, и они вот излучают свет.
Причем форма может быть абсолютно разная. Это может быть ограненное стекло. Но это может сильно высокий потолок нужен для Да, этого, да? конечно, конечно. Это больше всего подходит для коттеджей. Это знаменитая модель Floss, которая была выпущена в 2022 году и показана на Миланской выставке, называется «Льдина». Это знаменитая какая-то штука? Да, но это реплика, конечно, это реплика. Если показать какому-нибудь знатоку, он отличит реплику от оригинала? Знаток отличит А чем? В чем разница? исполнением. Здесь не хватает некоторых краплений. У нас есть производитель, Краплений не хватает? Ну, 100% пофигу, я реплики, беру. да, есть определенная фактурность на поверхности, соблюдение трещин, потому что эта люстра должна имитировать полностью трещины льда. Здесь, как вы видите, вы можете увидеть какие-то вкрапления цвета внутри, но на поверхности это просто гладкий материал. Да. Нет никакой фактурности. У оригинала там есть прям трещины, как будто этот цвет начинает трескаться. Здесь этого производитель, конечно, не добился. А можно сделать так вот, чтобы все, У нас все есть было? производители, которые делают стопроцентные реплики. Стопроцентные? Стопроцентные И реплики. эксперт, скорее всего, там с трудом отличит. То есть там обыватель, он... Обыватель не заметит ничего. А никакой разница по цене какая будет? 12 тысяч юаней, это приблизительно около $1800. Но я думаю, у нас оригинальная будет такая люстра стоить где-то $1200. Неплохо, хорошая Да, разница. это просто стандартная рыночная цена. А оригинальная самая сколько стоит? Вот. А оригинальная Floss это очень дорогие светильники. Я думаю, что цена будет где-то $10 000 за один светильник. Да За ладно. одну люстру. Конечно. Десятку вот за вот это вот? Это итальянский дизайнерский продукт. 10 тысяч баксов за вот эту палку светящуюся? Конечно, конечно. Ладно. Ребятушки, вот интересное. Вот ребята показали. Это мебель для маленьких помещений. Да. Типа апартаменты какие-нибудь. Да, 30 маленькие метров. апартаменты, чтобы все было Ух ты, тут максимально даже вот, я компактно, увидел. Да. Ну-ка. Опа! И тут пахнет так, как будто тут ночевали эти китайцы. Твоя проблема всегда этих кровати на втором ярусе, что вентиляция не очень. Да. Шкафы внизу, кровать вторым ярусом. И есть кровать у нас. Смотрите, вот на первом ярусе тут уже свежее. Здесь шкаф, и в принципе вот у вас такой, если отельный номер небольшой, сколько тут метров, наверное, 12-15 квадратных. Раз кровать, два кровать. Но вопрос вентиляции очень важен. И здесь еще, да? Вторая комната. Ай, во! Вот так вот еще, вот для апартаментов. То есть они все вот это построить могут целиком. Да, конечно. Клево, Они зовут клево. производителей, у них также есть своя дизайнерская компания, которая может обработать все эти проекты. Блин, это еще тема для отдельного обзора. Китайская мебель для маленьких квартир. Кухня здесь. И здесь, ну тут типа ванная комната, сейчас склад какой-то, а так вот здесь ванная комната. И это вот вся квартира. Как Наркомфин, помните, мы снимали? 1930 год, 37 квадратных метров. Два человека здесь должны жить по ГОСТу, соответственно, места должно хватать на всех. Такая маленькая квартира. Мебель для апартаментов 20-30 квадратных метров. Но в два яруса нужны высокие потолки. Ребятушки, и тут мы открываем еще одну вселенную. Да. Это мир китайских ковровых Ковров. покрытий, ковролина и просто ковров. А скажи, пожалуйста, они там, не знаю, не фонят, ничего, это нормальные Нет, материалы? это может быть различные материалы, и натуральная шерсть, это может быть натуральный волос. Мы обговариваем сразу же с клиентами, с каким предпочтением материалов они хотят работать, Ага. и мы уже запрашиваем у наших производителей. Никакой там формальдегидной, я не Вот, знаю, вот, пропитки, вот, ничего вот. такого не будет. Ага. У нас мебель вообще совершенно ничем таким химическим не пропитывается, Да. и не опасно для человека, и Это- в том да, это важно. числе и для детей. Когда вот мы на проверке корпусной мебели, где Да. идет покраска, например, то мы сразу же уточняем у поставщика, либо у нашего производителя, какой он использует краску, то есть Ага. китайского производства, либо немецкого производства. Чаще Ага. всего у нас предпочтение идет немецкой краски, так как она гипераллергенная и подходит даже для ребенка. Слушай, вот такой ковер даже на стену не стыдно повесить. Конечно, можно вернуться в те времена, когда ковры были популярны, когда их вешали на стену. Вот, кстати, и о чем мы и говорили, что можно работать с репликами. Фенди. Это типа Фенди? Да, Слушай, Фенди выглядит официально, вот эти знаменитые ковры, это будут две перевернутые F, причем Ясно. с разными расцветками. Прям совсем на богатом. Да, можно заходить. Мы до в какого-то до высокого уровня дошли, да? Бамбук вот можно купить, вот такой вот, специально как-то выращенный, сделан, 36 тысяч стоит. А вот креслицы, гляньте, с листьями, с настоящими, из хрусталя. Ванна, ё-моё! Тут все непросто, да? Да. Да, в этом курсе. Ну правильно, в золотой куртке, если у них охранник стоит. Слушай, ну сейчас заняло определенное время, чтобы мы договорились туда зайти. Так, то есть так просто с улицы туда не завалиться, просто да? так сюда никого не впускают. Это очень Но ты высококвалифицированная дизайнерская компания. Ты смог, да? Да, мы можем договориться с Вы каждой. молодцы. И вот здесь
выставлены их модели, не только мебели, но и различные статуэтки. Это что, стол такой? Да, это такой стол. Мы сейчас находимся на стенде компании, которой даже не нужно ни за кем ничего копировать. Да, они они- сами крутые по себе. Да, они сами крутые по себе, имеют колоссальную популярность в Китае и занимаются У богатых изделиями из китайцев. хрусталя. Да, у богатых китайцев. Это вот брошюрка вот этого стола. Да. Golden Age называется. Столешница у нас выполнена из натурального камня с латунными вот такими вот вкраплениями, изображая острова и море. А ножки у нас выполнены полностью из хрусталя, замедляя момент, когда жидкое стекло становится. Это прочная история? Это прочная конструкция, да. Они на нее гарантию дают? 100%. А в Казахстан такое отправить вы смогли бы? Легко. Легко? Серьезно? Легко. А денег сколько стоит? Есть ощущение, какое-то понимание? Ну, я думаю, то, что такая конструкция будет стоить более 10 тысяч долларов. Но если мы говорим о каком-то европейском, американском аналоге, это совершенно другие цифры. Конечно, это очень тяжелая конструкция, очень много вкраплений в столешнице присутствует, интересная покраска, сочетание цветов, поэтому это не так уж... Это все рельеф, вот это Конечно. все прямо на туда. То есть 10 тысяч долларов это еще и дешево для Это такого. очень дешево еще для такого стола. Это полноценная мебель. Да, на это каждый день. полноценная мебель, конечно. Вот стул. Не какой-нибудь там вот на полку вот так вот ставить и подходить просто смотреть. И вот здесь даже присутствует такое оформление, Опа. чтобы сохранять водоворот. Я думаю, как будто вот оно... Внутри, да. То есть отсюда смотрится, как будто туда руку можно Да, засунуть. как будто вода просачивается в ножку. Посмотрите. Это тоже хрусталь все. Да, это все хрусталь, повторяющий полностью текстуру натурального дерева. Я знаешь, что заинтересовало? Вот эта штука, смотри. Это выполнено из корицы. Из корицы? Трубочек корицы. Да ладно. Они работают с тайским брендом в коллаборации. И она даже пахнет вся полностью Слушай, она пахнет прям. корицей. Да, это полностью база выполнена из... Ого, как таранит. Понюхай, здорово. Ребятки, давайте, значит, Николай, закончим наше видео, Да. конечно, не высокой ноте, но на более практичной ноте. Вот обычный стул домой. Или мы открываем кафе Мгм. в Новосибирске. Красивую кофейню. Сколько стоит вот этот стул? Ну, я думаю, оптовая цена будет $50 $50? за такой стул. А если прям еще дешевле? Вот сколько по низу можно пройти, как ты думаешь? Вот прям по низу. Немножко опустить текстиль, потому что текстиль тоже отличается по качеству и зависит от производителя, да? Да. Дерево завезенное, и какая пропитка идет из самого дерева, и конструкция креплений вот этих вот отделений. То есть это может быть замок, либо зубец. Но я думаю, то, что можно и даже за $20 найти. 20 баксов. Да. Николай, приятно с вами работать. Тут у них полно всего, да? Да, тоже рад. И столы, и диваны, и мебель домашняя, и кровати. Кровати, кстати, мы еще вот всякие. А двухъярусные мы еще не смотрели. Мы еще не смотрели детскую мебель. Да. И мы еще... Чем Нас еще еще куча материалов на следующее видео. Ребятки, вы понимаете, да, что еще можно сделать несколько обзоров, с удовольствием почитаем ваши комментарии. Что бы еще вы хотели посмотреть, и у нас явно, как бы, среди комментаторов есть люди, которые тоже в этом понимают. Если мы что-то где-то сказали, на что вы обратили внимание, пожалуйста, напишите, с удовольствием почитаем. Николай, Ева, компания «Глобус», все правильно? Компания «Глобус». Все ссылки внизу. Приятно было с вами познакомиться. пообщаться. Ева. Приятно. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.